Друзья, всем привет! С вами канал PowerDevice, и сегодня мы поговорим о глобальном обновлении смартфонов Realme, а точнее на мой Realme GT Neo 3 прилетел Android 13. Сейчас у меня в руках Realme GT Neo 3T, а также рядом лежит Realme GT Neo 3, и мы пройдемся по их сравнениям. Я покажу вам, как добавлять вот такие виджеты, если у вас уже прилетел Android 13, либо просто проведу их обзор. Также покажу, как установить вот такие прикольные часы, если даже на вашем смартфоне Realme UI 3.0 на 12-м Android. Также будет обзор секретной фишки, которая появилась в Android 13. Ее отсылка идет в Android 14. Она будет во всех смартфонах, неважно Realme, Xiaomi, Huawei и так далее. В общем, в ролике вы узнаете много интересных фишек. Также, друзья, попрошу вас, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, досматривайте его до самого конца. От этого зависит продвижение моего канала, а значит моя мотивация выпускать новые ролики для вас. Заранее вам благодарен. Итак, на мой смартфон Realme GT Neo 3T прилетел Android 13. Эту версию Android компания Realme рассылает на те смартфоны, на которые она считает нужным. Установить ее просто так не получится. Для того, чтобы проверить обновление, зайдите в настройки, об устройстве, клацаем вот здесь, нажимаем три точки, бета-программа. В моем случае здесь появилось окно для регистрации в бета-программе. Если у вас появляется такое же, просто вводите свой e-mail либо номер телефона, после чего отправляете данные, все просто. И на следующий день у меня прилетела Android 13 с большинством функций из Realme UI 4.0. Итак, друзья, идем по порядку. Первое, что я заметил, это измененная шторка на 13-м Android. Слева у меня 13-й Android, а справа 12-й. Как мы видим, изменилась верхняя строка. Подключение к Wi-Fi и мобильным данным стали отдельными иконками. В принципе, больше здесь изменений никаких нет. Вообще, если в настройках смартфона зайти во вкладку об этой версии, то здесь будет очень обширное описание. Описание касается интерфейса. Если зайти в настройки, то мы видим вот такие измененные значки. На 12-м Android они выглядят немного по-другому. Также шрифты стали немного толще. И как вы уже заметили, если зайти во вкладку об устройстве, внешний вид меню также поменялся. Большие изменения в Android 13 коснулись всегда включенного дисплея. На Android 13 эта вкладка называется «Обои и стили». В Android 12 персонализация. Если зайти во всегда включенный дисплей, то на Android 13 добавились новые экраны. Кстати, если вы не видели, как добавлять вот такие экраны блокировки на свой всегда включенный дисплей, ссылку я оставлю в описании под роликом. В Realme UI 4.0 на 13-м Android добавятся два стиля. Первый из них — это аналитика. Второй называется дом. Также сама система с Android 13 стала более плавной, это заметно. Конечно, здесь можно изменять скорость анимации окон, для этого нужно зайти в настройки, главный экран и экран блокировки, практически в самом низу скорость анимации приложения. Так вот, на 13-м Android почему-то эта функция немного урезалась. Если на 12-м Android зайти в те же настройки, главный экран и экран блокировки, скорость анимации приложения, то здесь будет три пункта – быстрая, средняя и медленная. На 13-м же Android есть только быстрая и средняя скорость. Возможно, все это зависит еще от вашей версии Realme UI. Также в начале ролика я говорил об одной секретной фишке, которая появилась в Android 13. Так вот, находится она в меню разработчика. Если он у вас до сих пор не включен, зайдите в настройки, об устройстве, версия. Много раз тапаем по версии сборки, пока вы не станете разработчиком. Теперь идем назад, дополнительные настройки. В самом низу для разработчиков. В меню для разработчиков идем в самый низ. Теперь отступаем немного вверх. Здесь добавилась такая новая функция – анимация подсказки для жеста назад. На 12-м Android такой фишки нет.
Для чего же она нужна? Есть такая официальная информация, что некоторые пользователи Android жалуются в Google. Мол, я не вижу, что нахожусь на главном экране, перед рабочим столом, когда они используют какое-то приложение. В результате при свайпе назад они выходят из этого приложения, хотя они вовсе не хотели этого сделать. В общем, если говорить по-простому, вы заходите в какое-то приложение, ходите в нем по разным экранам, потом делаете свайп назад, когда вам это нужно, и при каком-то свайпе вы просто делаете его удержание, и если в этот момент это будет последний экран приложения, перед которым вы выйдете на рабочий стол, то приложение начнет уменьшаться, и вы увидите свой рабочий стол. Таким образом можно вернуть свайп назад, и вы не выйдете из приложения. Думаю, здесь все понятно. Также есть официальная информация, что эта фишка будет применяться в Android 14 по умолчанию, ее не нужно будет включать. Но у меня на смартфоне пока это не работает, если я ее включаю, вылазит вот такое оповещение. Чтобы ее включить, нужно установить какое-то значение. С этим я пока не разобрался. По сути, в полноценной версии Android 13 она будет работать без этого уведомления. Теперь, друзья, перейдем к виджетам, которые будут на Realme UI 4.0 на 13-м Android. У меня они уже появились. Так же, как я и говорил в начале, я покажу, как установить вот такие часы, даже если у вас Realme UI 3.0 на 12-м Android. Смотрите, здесь 12-й Android. Если я делаю щипок, то выводится вот такое меню. И в этом меню не хватает одной главной детали. Если на 13-м Android я делаю щипок, то здесь появляется плюсик, которого нет здесь. Нажимаю этот плюсик, выходит меню с виджетами. Я выбираю часы, добавить. Они появляются у меня на главном экране. С ними нет никаких проблем. Соответственно, сюда можно добавлять любые виджеты, которые здесь доступны. Например, батарею. Она будет отображать ваш текущий заряд. Нажав на нее, вы попадаете в меню батареи. Также из прикольных виджетов на Android 13 и на Realme UI 4.0 можно будет добавлять, например, трекер, который отслеживает ваши шаги. Либо диспетчер телефона, и вот здесь уже можно выбирать из разных виджетов. Наконец-то они сюда добавили очистку одним кликом. Лично я этому очень рад. В диспетчере телефона также можно добавлять еще вот такие виджеты. Этот виджет показывает в процентах и в гигабайтах, сколько памяти занято на вашем смартфоне. При нажатии на очистку мы попадаем в диспетчер файлов, и начинается автоматическая очистка. К слову говоря, вот такой похожий ярлык, на который вы нажимаете и происходит очистка, можно создать и на Realme UI 3.0. Для этого на смартфоне найдите ярлык диспетчер телефона, удержите на нем. Появится вот такой ярлык, еще раз удерживаем на нем. И переносим его в нужную область. И когда вы нажимаете «Очистить», появляется еще один ярлык. Нажимаем «Добавить». Теперь он у нас на рабочем столе. Следующий виджет диспетчера телефона – использование вашей батареи. Здесь вы можете видеть те приложения, которые больше всего расходуют вашу батарею. И последний виджет диспетчера телефона – это управление доступа к вашему микрофону, местоположению и камере. Если на вашем смартфоне будут приложения с доступом к микрофону, местоположению или камере, они будут отображаться в соответствующем ярлыке. Также, если нажать на этот виджет, то мы попадаем в меню с доступом к камере. Если снять эту галочку, то ни одно приложение не сможет использовать доступ к вашей камере. То же самое с микрофоном. Конечно, я их включаю. На Realme UI 3.0 также есть эта функция. Находится она в конфиденциальности, доступ к камере и микрофону. Также в новой оболочке Realme есть возможность добавления виджетов с вашими фотографиями в разных форматах. На Realme с 13-м Android при свайпе вправо появился новый поиск от Яндекса. По сути, он работает так же, как и новостная лента от Google. Его, конечно, можно отключать. На Realme UI 3.0 на 12-м Android, если сделать такой же свайп, то у вас будет новостная лента, либо умный помощник, который стоит у меня. Но здесь не все виджеты работают адекватно. Если хотите, я об этом могу снять отдельный ролик. На Realme UI 4.0 на 13-м Android такой же умный помощник будет вызываться вот таким свайпом, но здесь он пока не работает. Я его установил отдельно, видите, меню выходит, но оно закрывается. Теперь, друзья, о том, как установить вот такие крутые стильные часы
на ваши старые Realme на UI 3.0, а также на новые. Показываю на Realme UI 3.0. Кстати, если вы хотите вот такую анимацию отпечатка пальца, как ее установить, ссылку оставлю внизу в описании под роликом. В обычной версии часов я делаю щипок, виджеты. Вот здесь во вкладке «Часы» у нас отображаются обычные виджеты. Теперь я их удаляю. Захожу в приложение «Файлы». Кстати, его у себя я также обновлял. Есть еще много разных обновлений на погоду, файлы и так далее. Все это можно установить на ваш Realme UI 3.0. Эти приложения из 4-й оболочки UI. Ссылка на это видео будет также в описании. Чтобы добавить стильные часы, вам нужно установить специальную новую версию. Обновить. Нажимаем «Готово», идем на рабочий стол. Также делаю щипок, виджеты. Вуаля, наши часы обновились. Теперь на моем рабочем столе, а также на ваших, будут стильные часы. Также, друзья, если на вашем новом виджете часов не отображается погода, пока удалите его, снова делаем щипок, виджеты. Устанавливаем вот этот последний виджет. Готово. Нажимаем вот это обновление. Нажимаем «Погоду». При использовании приложения теперь заходим в погоду, удерживаем на ней. А приложение, разрешение, местоположение, здесь должно быть включено «Разрешить во время использования». Теперь, если вы обновите погоду, она у вас будет отображаться. И применяться это будет теперь на всех виджетах. Если у вас будут какие-то вопросы или пожелания, пишите их в комментариях. Не забудьте поставить лайк. До встречи в следующих видео.